Всем привет, друзья! Меня зовут Сева, вы на канале ТНМ, и сегодня я поделюсь с вами очень эффективным способом для поиска проблемы, а также ее решения. Интересно? Тогда погнали! Пирамида Дилса – иерархическая модель взаимно влияющих друг на друга логических смыслов, помогающая выявлять причины проблем и найти нужное решение для их устранения. Она позволяет наглядно увидеть, что решение проблемы находится на 1-2 уровня выше самой проблемы, поэтому она очень часто используется в коучинге. Изначально Роберт Дилс, один из апологетов нейролингвистического программирования, выстроил свою пирамиду из 5 уровней: окружение, поведение, способности, убеждения и ценности и идентичность. Позднее он добавил еще одну ступень и назвал ее духовной – миссия, и сделал из нее новую верхушку своей модели. Нижние уровни модели полностью подчинены верхним, поэтому каждая трансформация верхнего уровня обязательно распространяется вниз. Но если что-то меняется на нижнем уровне, то верхние уровни это затрагивает не всегда. Однажды приняв ответственность за окружающую среду, вы и впредь будете мыслить и действовать более экологично. Но если меняется только ваше поведение, например, вас повысили в должности, то это еще не значит, что изменение затронуло вашу систему ценностей. Окружение описывает среду обитания, внешний мир со всеми его особенностями и условиями существования. Это быт, круг общения, рабочая обстановка, материальные ресурсы. Отвечает на вопрос «что я имею?». Поведение. Поведение касается определенных физических действий и реакций, через которые мы взаимодействуем с людьми и окружением. Описывает нашу деятельность на работе и дома, наши контакты с сотрудниками, коллегами, клиентами. Отвечает на вопрос «что я делаю?». Способности. Включает знания, навыки, таланты человека, управленческие, социальные, гуманитарные, спортивные. По утверждению Дилса, способности имеют отношение к ментальным стратегиям и картам. Люди создают их, чтобы управлять конкретными действиями. Отвечает на вопрос «как я выбираю?». Убеждения и ценности. Здесь раскрываются внутренние шаблоны и стереотипы восприятия, приобретенные в течение жизни. В определенных ситуациях они не дают получить желаемое и становятся непреодолимыми барьерами на пути к дальнейшему развитию. Отвечает на вопрос «во что я верю?». Идентичность. Этот уровень посвящен самоидентификации. Ощущение идентичности касается нашего восприятия самих себя по отношению к большим системам, частью которых мы являемся. Отвечает на вопрос «кто я такой?». Миссия. На этой ступени происходит осознание важности и ценности конкретного человека в масштабах Вселенной. Дилс обозначил этот уровень как духовный, потому что он определяет смысл жизни. В контексте управленческой деятельности его можно назвать стратегическим. Отвечает на вопрос «для чего?». В книге «Коучинг с помощью НЛП» Роберт Дилс для описания 5 уровней своей пирамиды использовал метафору в виде игры на фортепиано, там где окружение – это клавиши и воспроизводимые ими звуки и ноты. Поведение – это нажатие пальцев на сами клавиши. Способности – это исполнение музыкального произведения. Убеждения и ценности – это понимание самой музыки. Идентичность – это принятие роли музыканта. Роберт Дилс – один из первых разработчиков по нейролингвистическому программированию, автор и соавтор десятков книг и статей по НЛП, а также бизнес-консультант и коуч. Пирамиду Дилса можно использовать для решения проблем личного характера, карьерного роста, взаимоотношения с окружающими, так и для устранения барьеров в деятельности организации. На логических уровнях проблема раскладывается на составляющие. Определяется ступень, на которой находится главная причина ее появления. Далее идет поиск решений, которые обычно, как любил говорить великий Альберт Эйнштейн, располагаются на других уровнях. Алгоритм работы с пирамидой Дилса очень прост и состоит из нескольких шагов. Четко сформулировать проблему, подняться по пирамиде, чтобы определить уровень, на котором она расположена, найти уровень, где находится решение, определиться с действиями, которые приведут к нужным изменениям для решения проблемы, пройти по пирамиде в обратном направлении, сверху вниз, чтобы убедиться в правильности решения. Итак, я предоставлю вам список вопросов, которые можно себе задать, чтобы продвинуться самостоятельно по пирамиде снизу вверх. Окружение.
Когда вы планируете достичь цели? Где это произойдет? Кто будет находиться рядом с вами? Коллеги, сотрудники, друзья, родные? Поведение. Какие шаги вы предпримете для достижения цели? Что вы будете делать? Способности. Какими навыками, умениями, компетенциями нужно обладать, чтобы достичь цели? Какие из них есть, а какие нужно приобрести? Убеждения и ценности. Какие важные и ценные вещи вы получите, достигнув цели? Как изменится ваша жизнь? Идентичность. Кем вы станете, будете себя ощущать, достигнув цели? Что скажете, когда цель будет достигнута? Миссия. Кто будет заинтересован в достижении вами цели? Кто будет рад извлечь выгоду из этого? Итак, разберем преимущества и ограничения. Не для каждой ситуации нужно прорабатывать все уровни. Достаточно найти ступень, на которой возникла проблема, и сверху найти способы ее решения. Одни называют модель Роберта Дилтса волшебным инструментом и сравнивают ее с подорожником, который можно приложить к любой ране. Другие более сдержаны и считают, что существующие инструкции использования пирамиды Дилтса недостаточны, так как приводят к вольной трактовке выводов. Нет четкого алгоритма проверки правильности сделанных выводов. Расположение уровней и иерархия сомнительны, особенно если сравнивать ее с живым организмом, как это делал Дилтс. Однако даже оппоненты Дилтса, критикуя его пирамиду, признают ее пользу. А с тем, что она нуждается в доработке, согласен и сам создатель и постоянно вносит в нее изменения.